Раджан, я вижу у тебя в руках черная роза. А это значит, что сегодня одна из девушек, к сожалению, покинет наше шоу «Замуж за принца» на канале STP. Мне будет жалко с ней расставаться. Ну, таковы правила. И вот уже появляются наши красавицы. 8 девушек, каждая из которых мечтает завоевать сердце восточного красавца. И их можно понять. Ведь Раджан – наследный принц из княжеской династии, которая вот уже почти столетие правит провинцией Куч-Бихар. Сказочные богатства и плодородные земли провинции ждут ту единственную, которая станет женой наследного принца Раджана. Итак, Раджан, кому из девушек достанется черная роза? Кто сегодня покинет наше шоу? Стоп! Что случилось? Где Мила? Где Мила? Почему она не вышла? Мила пропала, ее нигде нет. После бегства из Союза Локмус некоторое время жил в Финляндии и потом перебрался в Японию. Там он открыл небольшую лабораторию, в которой занимался изучением генов и стволовых клеток. Перспективное направление. Спасибо. В конце 80-х Локмус создает первый банк пуповинной крови. Со временем маленькая лаборатория превращается в огромную корпорацию GI. Gin Industries. Корпорация занимается забором и хранением пуповинной крови. Открывает филиалы по всему миру. Один такой филиал есть и у нас. Открылся 5 лет назад. Может, нам стоит его посетить? А я уже договорился с директором о встрече на завтра. Будем сдавать пуповинную кровь. У нас с тобой не получится. Почему? Пусть тебе это объяснит судмедэксперт высшей категории Нордин. Открываю папку Нордин. Какую папку? Стой. Стоп. Скажи ей что-нибудь. Устройство утеряно. Подключите устройство. Лучше молчи. Да. Она вылезла через окно ночью. Мила сбежала? Но она фаворитка конкурса. Раджан от нее без ума. Может, вы поищете лучше? По территории походите. Как часто поливается этот прекрасный газон? Каждое утро. Автоматически. Утренний полив смыл все запахи. Так что... Но у нас не все участки поливаются. Так что... Съемки будут или мне разгримировываться? Отдохни пока. Нашли? Напали на след? Вот что я обнаружил на ветке. Что это? Это кровь. Кровь Милы. Какой кошмар. А что с ней случилось? Судя по запаху, она села в микроавтобус, который увез ее. Куда? Куда-то. А кровь? Откуда кровь? Это все, что я могу вам сказать. Обращайтесь
правоохранительные органы. Не могу. Для этого я вас и нанял. Нам нужно доснять эпизод. У нас эфир, скандал нам не нужен. Это же телевидение. Так куда она уехала? И что это за микроавтобус? Что удалось узнать о пропаже одной из участниц? Она жива? Твою мать. Гена, мне нужна твоя помощь. Да. Как сделать так, чтобы некоторые папки в планшете мог открывать только я? Да без проблем. Давайте сделаю. Какие папки? Нет, ты расскажи, а я сделаю сам. Ну... Слушай. Хорошо, я зайду. Ну, прости меня, пожалуйста. Я погорячилась тогда. Ты ведь действительно хотела спасти меня от дизентерии, от холеры. Я тоже был неправ. Надо было отвести официанта в сторону и решить проблему не за столом. Но дело ведь не только в этом. Пойми меня. Каждый раз, когда мы бываем с тобой где-то среди людей, я испытываю внутреннее напряжение. Почему? Я постоянно жду чего-то, что выведет тебя из равновесия. И ведь обычно так и происходит. Хочешь, я расскажу тебе о внутреннем напряжении? Представь себе человека, который живет без кожи, как улитка без панциря. И каждый, кто проходит мимо этого человека, колет его иголкой. Я понимаю. Нет, не понимаешь, никто не понимает. Стоит снять фильтры, и 1000 запахов проникает в мой мозг. Я не могу это контролировать. Это происходит помимо моей воли. Только дома я чувствую себя в безопасности. Просто иногда так хочется, чтобы ты был обычным человеком. А знаешь что? Пригласи меня еще раз на ужин. К себе. Уверена? Да. Только, пожалуйста, можно без шпината? Как ты собираешься снять эпизод без одной участницы? Я что-нибудь придумаю. Как ты объяснишь зрителю пропажу этой, как ее? Милый, Неважно. Так как? я что-нибудь придумаю. Не смеши меня. Твоей фантазии хватает только на то, чтобы красть из бюджета спонсорские деньги. Где цветы? Где фейерверки? Что это за корыто у Раджана вместо лимузина? 9-й выпуск, он в одном и том же костюме. А главное, где охрана? Неудивительно, что у тебя пропадают участницы. И потом, что это за ведущая? Где ты ее нашел? М? На какой помойке? Я, конечно, понимаю, что теперь тебе дают только такие. Но при чем здесь шоу? Моя личная жизнь тебя не касается! Вот и слава богу. Значит так, если ты не сделаешь выпуск вовремя, я посоветую своему руководству выйти из проекта и подать на тебя в суд за невыполнение контракта. Я все сказала. На гриме хоть не экономь. Это мое шоу! Я здесь продюсер! Мне разгримировываться или нет? Это она уже в гриме.
вас посетитель. Это Юлия. Юлия? Включить микрофон. Слушаю. Привет. Открой дверь. Что ты хотела? Надо поговорить. Это срочно. Открыть лифт. Добро пожаловать, Юлия. Я готов уделить тебе всего 5 минут. Ты куда-то уезжаешь? Приезжаю. Точнее, уже приехала. Смешно. Я оценил. Ничего смешного. Я поссорилась с матерью, эта стерва выгнала меня. Поэтому я поживу тут. Ну, пока не продастся мой старый дом. Да. Ты можешь показать мне в ванной полотенце? Я хочу принять душ. Стоп, стоп, стоп. Какой душ? Какое полотенце? Банное. Ну, не вафельное же. Ты не можешь и не будешь жить у меня. Ты что, выгонишь на улицу беременную женщину, мать твоего ребенка? Какого ребенка? Алекса. Или у тебя есть другие дети? У вас посетитель. Это Виктор. Не волнуйся, я подожду тебя там. Включить микрофон. Что ты хотел? Есть кое-что интересное по корпорации GI. 10 минут нам хватит? Вполне. Открыть лифт. Добро пожаловать, Виктор. Филиал Gin Industries – это современное здание, построено специально для корпорации. Находится в 10 километрах от города. Что ты говоришь? Я говорю, что здание находится в 10 километрах от города. Нужно выехать в 6 часов. Ты не проспишь? Не просплю. Что-то еще? Мы сможем задать вопросы непосредственно Локмусу. А он что, здесь? Да. Прекрасно. Ты еще что-то хочешь рассказать? Ну, это и хотел. Тогда до завтра. Ай, что-то в горле пересохло. У тебя не будет водички? Норден. Норден. Вода. Молодец, Гена. Спасибо. Вкусная. Дорогущая, наверное. А это маслинки? До свидания. Заеду в 6. Здравствуй, Витя. Вот, услышала твой голос. Решила поздороваться. Ну, не буду вам мешать. Лучше молчи. Видела, как Раджан на тебя смотрел? Ой, да ладно. Серьезно? Ну да. Вот вы где. Опять свои легкие прокуриваете. А ну быстро в дом, завтра всем съемка. Вот прямо сейчас стою возле трупа. Женщина убила своего бывшего. Приперлась к нему, никого не спросив. И убила. Какой ужас. В его же собственном доме. Прямо в сердце. Ножом. 4 раза. Ненормальная. Кошмар. Извини,
Поужинаем в другой раз, хорошо? Да, конечно. Целую тебя. И я тебя целую. Ну, пока. Пока. Доброе утро. Вкусный салат, хоть и вчерашний. Твою мать. Привет. Никаких вопросов. Ну, мы едем или нет? Едем. Ужасная находка шокировала сегодня всех участниц нашего шоу «Замуж за принца» на канале STB. Рано утром было обнаружено письмо, приколотое вот этой остро заточенной пилочкой. Участницы конкурса без труда смогли опознать того, кому принадлежит эта пилочка. Это же пилочка Милы. Какой ужас. Девочки, что в письме? Если через 3 дня вы не передадите мне $1 000 000, то получите Милу по частям. Какой ужас. К письму прикреплена прядь Милиных волос. Да, нехило они на кровушке зарабатывают. Добрый день. Приветствую вас в корпорации GI. Меня зовут Роберт. Я личный референт профессора Локмуса. Прошу вас следовать за мной. Что с Милой? Жива ли она? Мы все волнуемся за нее. Если вы что-либо знаете, либо видели Милу, либо просто хотите выразить нам свои слова поддержки, прошу вас, заходите на наш сайт, оставляйте свои комментарии, смотрите лучшие моменты шоу. Также открыто голосование. Если вы считаете, что Мила вернется в конкурс живой, отправляйте смс с цифрой 1 на короткий номер 322. А если нет, отправляйте цифру 0. Это было шоу «Замуж за принца» на канале STB. Стоп! Снято! Вклеивай этот кусок и быстро кассету на канал. А может, еще дубль? Мне кажется, я под конец потекла. Все было хорошо. Gen Industries – один из мировых лидеров в области генной инженерии и стволовых клеток. Приоритетным направлением нашей корпорации является забор и хранение пуповинной крови. Это перспективная и динамично развивающаяся медицинская технология. Только представьте, в будущем, благодаря стволовым клеткам, прошу, вы сможете защитить своего ребенка от любых болезней. Здесь у нас лаборатория молекулярной диагностики, в которой происходит изучение и контроль образцов стволовых клеток. Стволовые клетки отделяются и консервируются. Затем пуповинная кровь попадает в криохранилище GI. Кстати, самое большое в Восточной Европе. Корпорация GI гарантирует каждому клиенту сохранность и высокое качество биологического материала в течение 50 лет. Так что вы смело можете доверить нашей корпорации жизнь и здоровье вашего ребенка. Прошу вас. Святая святых, кабинет профессора Локмуса. Итак, я вас слушаю. Но мы хотели поговорить с самим господином Я работаю личным референтом профессора Локмуса более 3 лет.
И за это время ни разу его не видел. То есть в кабинете никого нет? И никогда не бывает? По телефону вы мне сказали, что я смогу задать свои вопросы господину Лукмусу непосредственно. Да, через меня. Я перешлю их профессору. И когда он ответит? Как только у него появится свободное время. А его у профессора практически не бывает. Откуда вы знаете? Вы же его никогда не видели. Знаю. Ведь я его личный референт. Вы что, никогда не связывались со своим руководителем по видеосвязи или по телефону? В этом не было необходимости. Дистанционное руководство, современные технологии управления. Но телефон-то у него есть? Такой информацией я не обладаю. Понятно. Всего доброго. Там кто-то есть. Уборщица. Совершает ежедневную уборку. Ежедневную уборку в кабинете, в котором никто никогда не бывает? Возьмите. Возможно, в будущем у вас появится необходимость воспользоваться услугами нашей корпорации. Всего доброго. Кому нужен кабинет, в котором никто никогда не бывает? Дистанционное управление. Классная штука. Сидишь себе такой в Токио, ешь суши, попиваешь саке. Всем управляешь. Красота. Бред какой-то. Да, кстати, хотел тебя спросить. А Юля, она… Она беременна. Не от меня. Не от тебя. Тогда от кого же? Или вы меня немедленно проводите к вашему руководству, или вы сильно пожалеете. Пожалуйста, подождите. Я уже 2 часа жду. Вы меня за идиота держите. Охрана? Что, охрана? Сюда. Отпустите, больно! Пустите! Немедленно! Вы в порядке? Это ваше. Спасибо. Это возмутительно. Спекулировать на возможной смерти участницы – верх цинизма. Да еще устраивать по этому поводу голосование. Завтра же спонсорский контракт будет расторгнут. Ты что-то сказала? Я говорю, что твоя программа – циничное дерьмо. Такое же, как и ты. Зато прибыльная. Пойдем. Я тебе кое-что покажу. Это рейтинги сегодняшней программы. Доля аудитории 18%. Это в 3 раза выше оговоренный спонсорским контрактом. Я бы и сам расторг этот уже невыгодный контракт, но я поступлю иначе. Я потребую от твоего руководства убрать с проекта истеричную, некомпетентную и непрофессиональную представительницу титульного спонсора. Тебя выгонят с позором и больше никогда никуда не возьмут. Ты такой же мерзавец, как и 10 лет назад. Спасибо за комплимент. И я тебе советую. Не надо так нервничать. В твоем возрасте это опасно. Подпишите здесь и здесь. Теперь она может въезжать в этот дом? Да. Отлично. Поздравляю с покупкой. Если вы считаете, что Мила вернется в шоу живой, отправляйте цифру 1 на короткий номер 322. А если нет, отправляйте цифру 0. Это было шоу «Замуж за принца» на канале СТВ. Что это за фигня? Мила, ты о чем? Что значит, если Мила вернется в шоу?
Успокойся. Ты голосовал, как бабла срубить. Думаешь, я идиотка? Ничего не понимаю. Ты обещал меня сделать ведущей вместо этой уродины, а сам запер тут и уже почти похоронил. Ну что ты, глупенькая. Волосы мне испортил, палец проколол. Ты моя милашка. Говняшка. Так, или ты возвращаешь меня в это шоу, или все узнают, какой ты поц. А странно, что мой старый дом купили так быстро. Ты не находишь? Всякое в жизни бывает, если очень захотеть. Может быть, еще чаю? Так сказать, на прощание. Такси ждет. Уже 15 минут. Да, надо торопиться. Ну, вроде все. Ой. Ой. Что? Все прошло. Это он так общается со мной. Забытые ощущения. Алекс тоже так брыкался, помнишь? Ну что ж, мы поехали. Счастливо оставаться. Я тебя провожу. Нет, нет, что ты. Не стоит. Я сама. Впрочем, как всегда. Джимми, Джимми. Аджа, Аджа. Ача, Ача. Хасанов, давай быстрее, сейчас солнце встанет, отраженку не успеем снять. Ну ты зануда. Давай, давай, поживее. Снял. А общий? Да ну нафига тебе общий? Возьми с другого дня. Давай делай, что я тебе говорю. Ну, чё завис?
Утренний полив смыл все запахи. Ничего не могу сказать. Пойду пройдусь по периметру. Может, пока запишем мою подводку про завершение голосования? Ты совсем идиотка? Все равно записывать, а так фон хороший. Мы не успеем к эфиру. Сделайте нарезку из предыдущих выпусков. Потом разберемся. Последние 2 дня Мила находилась здесь, и она явно не скучала. У Милы были сексуальные контакты с продюсером и с принцем Раджаном. А вчера ночью домик посетила представитель спонсора. Я курила в беседке и увидела Раджана. Он шел к воротам, оглядываясь. Я удивилась, так как по условиям контракта ему запрещено покидать съемочную площадку. Я решила проследить за ним. Да, у меня был роман с Мила, но нам приходилось его скрывать, потому что продюсер злой, не очень хороший человек. Это же телевидение. Да, это я придумал похищение Милы и позвал этого вашего, как там, нюхача, чтобы поднять шумиху. И сработало, посмотрите на рейтинги. Мила бы все равно вернулась в шоу через пару дней, сбежала бы от похитителей, и все были бы счастливы. Но какой смысл мне ее убивать? Мила поняла, что продюсер ее обманывает и использует, и решила вернуться в шоу со скандалом и разоблачением. А это крест на карьере нашего великого продюсера. Она сказала Миле, что лучше сделать скандал во время шоу, а для этого надо спрятаться в своей комнате, чтобы утром выйти вместе со всеми девушками. Мы втроем вернулись сюда, Мила зашла в дом, я пошла к себе. Я пошел к себе и лег спать. Спал до утра, пока меня не разбудили. Но я знаю, кто это сделал. Точно не знаю, но догадываюсь. Это она убила Милу, чтобы отомстить мне. Продюсер. Кто же еще? Точно знаю. Или он, или она. Трагическая смерть Милы потрясла нас всех. Принц Раджан, участница и я глубоко шокированы. Давайте вспомним, какой была Мила в нашем шоу. Посмотрим лучшие моменты с ее участием. Пишите нам смс-ки с соболезнованиями на короткий номер 322. У нас 3 подозреваемых. Ни у кого нет алиби, но у всех есть мотив. Ровно в 6 ты узнаешь, что убийца.
А, ты. Ну, что хотел? Деньги мои получить. Что? Деньги? Ну да. А то вдруг шоу закроют. Ага. Я его из дерьма вытащил. Одел, отмыл, человеком сделал. А он обезьяна похотливая. За моей спиной смело развлекался. Ты кто такой? Думаешь, я не понимаю, что это вы вдвоем со старой дурой Милу утопили, чтобы меня подставить? Не выйдет. Это ты Милу убил и в озеро закопал. Мы закончили. Собирай всех к беседке. Он просил никому ничего не говорить. Вы монтируете программу? Я. Вы мне нужны. Я? Да. Что за издевательство? Долго мы еще будем тут сидеть? Почему вы нам ничего не говорите? Скоро вы все узнаете. Надеюсь, я тоже. Мы собрались, чтобы узнать, кто убил Милу. Скажу сразу, убийца находится здесь. Попробуем восстановить события вчерашней ночи. Итак, Мила вместе с вами и с вами возвращается в свою комнату дома участниц, после чего все ложатся спать, кроме убийцы. Убийца подкрадывается к окну комнаты Милы и бросает маленькую шишечку, чтобы привлечь ее внимание. Вот она, эта шишечка. Вопрос. Кто ее бросил в окно? Каждый из вас мог убить Милу, потому что все вы работники телевидения. В этом волшебном мире грез выживают только самые циничные и беспринципные, готовые на все. Уже 6? Давайте посмотрим выпуск. Хасанов, включай. Сказочное богатство Индии, плодородные земли и титул принцессы княжества Куч-Бихар достанутся той, кто выйдет замуж за принца на канале STB. Трагическая смерть Милы потрясла нас всех. Принц Раджан, участницы и я глубоко шокированы. Никто не заметил ничего необычного. Обратите внимание, ведущая Даша Стеклова всегда держала микрофон в правой руке, а сегодня в левой. Почему? Что вы там прячете? Что? А я знаю, что. Вот это. Ноготь, который сломался и застрял в волосах Милы, когда вы ее душили. И это неопровержимая улика. Покажите правую руку. Покажите. Показала, быстро! Отпусти меня, идиотка! На! Смотри! Вы это хотели увидеть? Это? Всем хорошо видно, а? Видно? Да вы знаете, сколько я унижений выдержала? Сколько издевательств.
ради того, чтобы стать ведущей этого долбанного шоу. И что в итоге? Появляется какая-то сучка, Милочка, которая 2 раза дает этому жирному козлу, и он уже все, готов ее сделать ведущей вместо меня. Да, это я убила Милу. Я! Потому что это мое шоу, мое! Право! Не трогайте меня! Да не лапай меня, козел! А ведь на трупе не было никакого ногтя. Не было. То есть ты просто угадал? Не совсем. На шишке, которую я нашел на карнизе, присутствовал запах стекловый. Но, как ты любишь говорить, запах к делу не пришьешь. Когда я проходил мимо Стекловой, то заметил, что на правой руке у него нет одного ногтя. Раз она не успела приклеить новый ноготь, значит, старый потерял недавно. Чтобы отломить акриловый ноготь, требуется усилие. Вот я и предположил, что Стеклова потеряла его, когда душила Милу. А если бы он отломился, когда она чистила зубы, или мыла посуду, или стирала белье? Тогда у меня бы ничего не получилось. Что вы делали с Ириной в автобусе? Не поверишь. Перекрашивали ноготь. Потому что это мое шоу, мое! Браво! Не трогайте меня! Уберите руки, животные! Хасанов, ты молодец. Я выпишу тебе премию в размере. Но я подумаю. А с этого начнем следующий выпуск. Я надеюсь, представитель спонсора не против? Да не против. А что с Бринсом? Найдем нового или оставим этого? Оставим этого. Только купи ему новый костюм. Но если ты еще раз тронешь любую из участниц, я лично оторву твои аристократические яйца. И ты без этих вот яиц отправишься к себе в деревню слонов пасти. Тебе ясно? Да. Спасибо за костюм. А что с ведущей? Ведущая. Что с ведущей? Ведущая. Я тут подумала, раз Даши с нами больше нет, я курсы журналистики окончила. А что? Это вариант. Хасанов, Клименко! Значит так, готовим выпуск. Кристина новая ведущая. Ты пишешь текст, оправдываешь ее появление, а ты готовишь новый эпизод и запускаешь голосовалку. Ну что стоим? Вперед, работаем! Шоу must go on! У тебя талант. Патологоанатомическая экспертиза. Привет. Я зайду попозже. Нет, это я зайду попозже. Что вы хотели? Из-за ваших глупых выходок надо мной смеются все сотрудники. То, что я женщина, не дает вам права оскорблять меня. Я предупреждаю, что впредь не позволю. Что вы позволяете? Я не позволю. И не потерплю.
Слушаю. Доставка фруктов на дом. Не смеши меня. Идеально для аллергиков и беременных. Открыть лифт. Добро пожаловать, Виктор. Не ожидал. Две половинки арбуза символизируют целое. Это мой вам подарок с Юлей. А, кстати, где она? Не знаю. А разве вы не... С чего ты взял? У нее дома отключили воду, она приехала ко мне принять душ. Все? То есть я зря потратился? Нет, за арбуз спасибо. У личного референта господина Локмуса таки появился шанс увидеть его лично. Господин Локмус только что прошел паспортный контроль в нашем аэропорту.